Блин. Никак не могу понять, что с камерой. Греется, зараза. Батарейка в ноль садится моментально. Вот ставил новую. Сейчас уже все, она почти кончилась. Ну ладно, разберемся. Показать хотел, вот. Нашел вот такое обалденное местечко. Такую полянку. Вон тут под деревом палаточку поставим. Костер нам не нужен. И самое главное, вот что. Самое главное, отдельный выход к морю. Только вот почему-то прошелся тут, посмотрел, прибило какую-то коричневую к берегу. Ну, не знаю, наверное, все-таки будет видно. Там вон бухточка с отдельным пляжем. Сходим туда, еще глянем, что там. Вот, ну, поплаваю, посмотрю. Мне думается, что все равно рыбка здесь должна быть. Думаю, увижу что-нибудь. Смотрите, ребят, значит, в прошлом видео я выдвинулся вот с этой бухты Шелковица и поехал в сторону грязевого вулкана, о котором вам говорил. Естественно, по пути я вот по этой вот еде по всей этой дороге немножечко поплутал, немножечко хапанул счастья водительского, в кавычках, и в итоге очень долгое время искал данную локацию вот именно в этом месте. Почему? Потому что все вот эти вот дороги, которые отмечены на карте, они, ну, мягко говоря, не соответствуют тому, что является по факту на месте. Почему? Потому что они меняются, ну, грубо говоря, каждый год. Там, ввиду погодных условий, других обстоятельств там, и так далее. И, значит, поблуждав немножечко вот примерно в этом месте, поездив туда-сюда, не найдя никакого спуска к морю, я решил то, что ночевать буду именно в той бухте, которая более подходит для спуска на машине и для того, чтобы потом дальше на следующий день из нее выехать. У меня это получилась бухта Соколиная. Сейчас я вам ее покажу. Значит, вот эту бухточку я проезжал, но снимал много видео вот именно в этой вот зоне. Там есть такое устье реки, вот оно на фотках показано. Вот оно вот здесь вот. Очень много рыбы, очень прям подходишь, и рыба от тебя прям бежит от берега. Видимо, ее заносят волнами при шторме. Оттуда видео не получились, я их, как понимаю, удалил с флешки вместе с форматированием. У меня были обе флешки заполнены и не знал, какую форматировать. Вот. Но, короче говоря, в итоге остался вот в этой бухте Соколиной. Сейчас покажу фотки. Вот она, да, вот она, прикольная бухточка. Вот они, эти камни, вот это дерево, под которым у меня была палатка. Машина стояла вот здесь. Извиняюсь за голос, сейчас болею, сижу. Ну, раз уж болею, есть больничный, есть время, записываю для вас ролик. Так, ну и, соответственно, что еще можно сказать? Вот она, бухта Соколиная. Я не доехал буквально вот чуть-чуть. Мне не хватило. Дорога хоть и нарисована, но, повторяюсь,
на месте это выглядит совершенно по-другому. Там куча развилок, куча поворотов, где грязь, где большая колея, где камни, где еще что-то. И найти какую-то дорогу вот в каком-то направлении, это вообще, в принципе, задачка, я вам скажу, так себе. Ну, плюс еще, повторяюсь в третий раз, во всей этой местности вы вряд ли найдете адекватные связи, а тем более интернета. Поэтому, ребят, смотрим видео и ставим свои лайки, дизлайки, комментируем, ну и все остальное. Все, вперед, поехали! Как там поживает наш Рапан? Я его все-таки хочу сохранить до вечера. Вечером к соседям схожу, попрошу какую-нибудь кастрюльку. Деликатесус. Замутим деликатесус. Ой, блин. Ладно, продолжаем дальше нашу трапезу. Блин, вода реально прям как тянучая какая-то. Из-за вот этой вот... Из-за медуз вот этих говёных. И плюс еще... я вон у мужика спросил, рядом стоит. Или что вода-то коричневая? Он говорит, так это вот нанесло, говорит, ночью. Видимо, течение поменялось, ветер был там, и это все. И вот, говорит, нанесло. Как-то так. Ладно, будем отдыхать дальше. Блин, сходил прогуляться по воде. Какая-то форшмаковская тема. Вот все скользкое, как маслом намазали. Это от медуз, от этих сраных, блин. Вот эти вот хреновины. Вон они плавают, зараза. А вот теперь опять по новой мыться надо. Вот это вот форшмаковская тема, вот это вот. 100 пудов от нее, блин. О, смывается, да. Блин, ее до хрена просто. Где помыться-то? Блин, зараза. Сопли какие-то. Отсюда надо как-то выйти. Давай, форшмак, уходи. Ну, чуть-чуть отмылся хотя бы. Так, ладно. Идем туда к себе, еще помоемся. Ой. Воды нет, ничего нет. Ой, извиняюсь. Ну, в смысле, не то, что воды нет, она есть, как бы, да, но мутная. Понырять не получилось, но я так думаю, что сегодня мы себе найдем занятие, будем заниматься металлокопом. Сейчас немножечко свечереет, подуспокоится, люди поулягутся. Я думаю обследовать вот эту вот бухточку. Ну и там около себя, которая тоже. Естественно, мы найдем кучу старых мангалов, всякие там, я не знаю, там сжёные покрышки, еще какую-нибудь фигню, консервные банки, пивные эти самые хвостики, язычки, вот эти вот. Но, в принципе-то, можно что-нибудь и поинтересней. Вчера вечером, когда сидел, мужик ходил с соседней палатки. Ну, такой дядька в возрасте, там далеко за 50 такой.
Вот. И он буквально вот взял металлоискатель, пошел там, спустился к этому, ну, к пляжу. И тут же, блин, бац, иконка серебряная. Ну, нормально. Везет дуракам и пьяницам. Мы олицетворяем собой и то, и другое. Так что нам повезет вдвойне. Там вон пара пожилая рядом со мной стоит. Дали мне вот такую вот плашку железную. Сейчас мы в ней отварим нашего рапана. Вот такая вот у нас приспособа. Так. Будем поджигать. Ну, стоит. Так. Сейчас отварим. И будет у нас зашибательский ужин. Итак, начинает закипать. Так. Это зеленуху всякую берем. Ух ты, как прыгает-то. Прям как прыгает. Ага. Короче, расчехлил весь свой нехитрый скарб. Вот так вот у меня получилось. Палатку поставил, металлоискатель приготовил. Ну, это все закуска. Вот. Тут пойдем посмотрим, что у нас творится теперь с этим товарищем. Ага. Все хорошо. Все закипело. Сейчас он еще буквально пару минуток полежит. И будем доставать. Класс! Как я удачно встал. Смотрите, у меня мало того, что есть собственная бухта, так у меня еще и собственная гора. Так. Ну, я думаю, сейчас где-нибудь вот так вот сядем и будем поедать нашего моллюска. Вот такого тепленький, еще тепленький рапанчик. Давно не ел рапанчиков. Так, располагаемся, усаживаемся, занимаем свои места согласно купленных билетов. И понеслась. Вот такой вот у меня собственный вид на этот самый, на море. Да? Да. Кто молодец? Артем Александрович молодец. Вот так вот. Посидим сейчас. Вот так вот. Поужинаем, так сказать. Ой, как хорошо. Аллегру, Неру. Какая-то шляпа, если честно. Ничего не понимаю во всех этих винах, шампанских. С вина, блин, утром так плохо. Вот бутылку вина 0,7 стандартную. В принципе, для меня это как слону дробину. Но если я выпиваю бутылку вина, мне на утро так плохо. Так, что там у нас происходит? Врагов нет? Нет, все. Зашибись. Забыл сигаретки. Все. Сбегал, взял. Сейчас перекурим и будем приступать к нашему рапанчику. Ой, блин, как хорошо. Да. Ой.
ремень отдай. О. Там вон в море медузы плавают. О. Блин, чернота это какая-то... Это вот именно взвесь со дна. В бутылку набрал воды, коричневая, как будто с речки с нашей какой-то лесной. Она буквально час постояла, сверху прозрачная, снизу коричневый осадок. Прошла какая-то, либо течение прошло, либо еще что-то. Вон там какие медузы. Вот. Подняла всю эту взвесь. Ну, думаю, может быть, до завтра-то оклемается как-то. Футболка, кстати, это выручает. Покупал ее, по-моему, в курсе на 3-м, когда учился в училище. Что-то получается, сколько этой футболки лет-то уже? Сейчас скажу вам. 17, 18 лет. Футболки-то. Охренеть. Обычно такая капроновая футболка, вон, в сетку. Я ее постоянно беру с собой в дорогу летом. Почему? Потому что за рулем нельзя ездить раздетым. Ни по пояс, никак. Ни мужикам, ни женщинам. Ну, женщинам тем более. Потому что мужики же будут отвлекаться на все вот эти вот вторичные половые признаки. Вот. А в ней прикольно. Ты вроде как бы и одета, вроде как бы и нет. Она через себя все пропускает. И загореть через нее, в принципе, реально. У меня так было. И пока едешь, она не особо надоедает. Там воздух пропускает, там все остальное. Ну, такая прикольненькая футболка. 18 лет, охренеть, блин. Ей, походу, лет-то больше, чем вон там, вон этим. Многим, некоторым вот там. Так, приступим к нашему рапану. Удаляем крышку. Там много-много вкуснятины. Вообще нужна, по идее, вилка. Подцепить и выкрутить его. Вилки у меня, к сожалению, нету. Так что будем обходиться чем есть. Как-то так. Эть. Главное его... Опа, вот так вот. Оп, 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 оп. Опа, вот он хороший наш. Вот рапанчик. Жирненький, мясистенький. Сейчас мы его почистим. Раковину обязательно с собой. Домой, на полочку. Зубной щеточкой ее обработать. Изнутри, снаружи, и все. И классно. Классная штука. Море слышно. Слышно море. Так. Ну, давайте теперь заниматься этой штукой. Так, это нам не нужно. Это тоже. Вот это вот вся делюга. Нужно живот отделить. Вот он, в конце живот. Вот. Живот в конце. Отделяем его. И вот он еще немножечко сбоку. Эту всю делюгу нам не надо. И вот у нас остается чистое мясо. Чистое мясо, белок. Вот он. Жирненький, здоровый. О какой рапанчик.
Так, вот это все чистим. Ага. И теперь потихонечку начинаем жевать. Блин, классно. Чем-то напоминает что-то среднее между раками и дальневосточными гребешками. Так вот. Угу. Да. Чистая мышца, чистый белок. Угу. Здоровый какой, кстати, попался. Ну, завтра, если будет получше вода, я думаю, надо 100 пудов понырять, насобирать их. Очень классная тема. Ну. Ну, чистое мясо. Да. Вот эта вещь. Хорошо, но мало. Ладно. Это на корм рыбам пустим. Где там наш моед? Моед. Вот такой вот я засранец. Многие позавидуют.